Через час зазвенел дверной звонок. И я посмотрел в глазок, доставщик стоял с недовольной миной, копаясь в телефоне, двигающийся и живой. Но стоило мне открыть дверь, как он замер. Я смотрел на него, его мертвый взгляд застыл на мне. Я закрыл дверь и снова посмотрел в глазок, живой, и... Снова звонит. Во мне проснулось любопытство экспериментатора. А я открыл дверь, взял коробку из его замерзших рук, после чего оставил на руке у него деньги и закрыл дверь. В глазок я видел, как несколько секунд он растерянно смотрел на купюры в руке, после чего, додумав себе какое-то оправдание случившемуся, спокойно развернулся и ушел. С этого момента начался забавный период в моей жизни, период экспериментов и опытов. И я как-то не воспринимал свой дар проклятия слишком серьезно. Мне просто было интересно, как же оно работает. Я успел узнать, что замирание работает, когда я нахожусь в комнате с одним человеком. Когда в комнату заходит второй, замирание проходит. Также оно проходит, если второй человек не находится в комнате, но просто смотрит на нас. Замерший не помнит, что с ним произошло. Если изменить обстановку вокруг не сильно, то он это просто не воспримет. Может, достроит в голове воспоминания, как, например, я передвинул какую-то вещь. Если изменение сильное, то считают, что упали в обморок. Самое интересное, что я обнаружил, если снять человека на телефон и показать ему, то он всячески будет отрицать свое замирание. Люди ссылаются на видеомонтаж похожих людей, розыгрыши, на все что угодно. Но они не верят мне. Я пытался рассказывать о своем даре. Люди смеялись, злились на ложь, говорили о моем воображении идиотских шутках. Но категорически не верили. Поверьте, я старался. Но отрицание это столь сильное, что я готов списать его на одну из особенностей замирания. И я начал говорить о замираниях людям не от скуки или любопытства. Я начал говорить от все более нарастающего отчаяния. Я понял, что никогда не смогу жить как нормальные люди. Не смогу поговорить с другим по душам один на один. Не смогу остаться с девушкой, чтобы она не стала безвольной куклой. Мне нельзя заказывать вечером такси. В одной поездке мы оказались на полностью безлюдной улице, и водитель замер. Мы едва не врезались в столб, но проехавшая нам навстречу машина привела таксиста в чувство. Я очень четко помню, когда закончился мой веселый период экспериментов. Я на кухне готовлю себе ужин, тянусь за солью, и тут я замираю, мое тело не слушается меня. Я стою в неудобной позе, мой взгляд вперился в стенку, а рот глупо приоткрыт. Я застывшая кукла, я статуя. Внешне я такой же, каким был минуту назад, но внутри я паникую, и тут я вижу еле заметную тень. Я не могу скосить взгляд, не могу повернуть голову. На самом краю зрения я вижу движение. Я не знаю, кто это. Мне страшно, как никогда в жизни. Наверное, я бы намочил штаны. Но даже мой мочевой пузырь меня не слушается. Мое сердце должно биться, как сумасшедшее. Но оно молчит. Я ужасно хочу закричать, но не издаю ни звука. Тень приближается ко мне, но я все еще не могу ее рассмотреть. Тень медленно кладет свою холодную до отвращения сухую руку мне на плечо. Я просыпаюсь весь в поту. Хватило и одного такого сна, чтобы я полностью закончил с опытами над людьми. Но кошмары с тех пор раз в несколько дней стабильно портили мой сон. Я полностью отказался не только от экспериментов, но и попытался свести замирание к минимуму. Исключить их можно было двумя способами.
Первый находится всегда в большой компании людей. Второй не встречаться с ними вовсе. Я начинал все больше и больше замыкаться в себе. Я перестал устраивать у себя сходки и не ходил к друзьям. Может, это было глупо, но страх остаться одному с человеком все больше завладевал моим разумом. В моей голове раз за разом всплывало то ужасное чувство бессилия из моего кошмара. Я бежал от людей, я почти перестал встречаться с друзьями и выходить из дома, разве что в институт. Как-то раз я шел на учебу, когда увидел на дороге впереди человека, замершего утром на улице. В ужасе я подбежал к нему и огляделся. Рядом были люди, все так же замершие. На остановке стояли люди, в автомобилях сидели водители, и все они были застывшие. Чтобы снять замирание, нужно либо уйти мне, либо привести другого человека. Но тут были другие люди, и мне некуда было уходить с улицы. Я смотрел в глаза застывшему человеку, и мне казалось, что я вижу уже не просто мертвую застылость, но ужас живого мозга в мертвом теле. И я проснулся, кошмары вернулись с новой силой.